Дорога на Москву перекрыта, крупный город отрезан от столицы. Таких потерь не было даже в СССР. Россия не досчиталась еще одного генерала. Этого не смогли скрыть. Спектакль пошел не по плану. Депутатский бунт прямо перед приездом Путина. Регион требует немедленной встречи с хозяином Кремля. Жизнь президента в опасности. Воздушное ЧП над столицей. Вертолет номер 1 едва избежал столкновения. Нападение на границе НАТО. Экстренное поднятие истребителей. Авиация РФ перешла черту. Трамп устроил настоящий разнос. Глава Пентагона в опале после скандала, предательства и угроза тюремного срока. Об этих и других событиях к вечеру четверга, 6 августа. Четверг на дворе, до выходных рукой подать, но новости ждать не любят. В эфире «Нехта», с вами Олесь Корниенко. Россия потеряла еще одного генерала, как минимум одного. Тайное захоронение после взрыва в Бальце-Росси перестает быть тайной. По данным телеграм-канала ВЧК ОГПУ, погибшим золотопогонником, которого спустя несколько дней без огласки похоронили в Москве, оказался 53-летний генерал-лейтенант Игорь Иерусалимов. Как утверждает канал, прощание прошло не в официальном траурном зале, а прямо в квартире генерала, после чего его похоронили на Троекуровском кладбище. Без помпы, которая полагается настоящим военачальникам, а тихо, как преступника. Хотя почему? Как? По данным ВЧК ОГПУ, Иерусалимов мог быть близким другом главкома российских ВКС Александра Чайко и присутствовал на праздновании его дня рождения в ресторане Бальце-Росси, где 1 августа прогремел взрыв. Ранее стало известно, что погиб зять юбиляра, ранена его дочь. Жив ли сам Чайко, который, скорее всего, и был целью покушения, неизвестно. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже не менее 19 генералов. Большинство были ликвидированы на фронте, однако в последние месяцы все чаще высокопоставленные российские военные гибнут уже в глубоком тылу, включая Москву. Против высокопоставленных российских военных используют уже не только взрывчатку. В первого заместителя начальника военной разведки Владимира Алексея в феврале этого года было произведено несколько выстрелов прямо в подъезде дома его любовницы. Правда, этот Дон Жуан из Главного управления Генштаба тогда выжил. Только задумайтесь, так называемая Вторая армия мира потеряла почти 20 генералов за 4,5 года. Это в несколько раз больше, чем СССР за 10 лет в Афганистане. Ну и еще одно сравнение. В Первую чеченскую при Ельцине российская армия потеряла всего 2 генералов, но при Путине во Вторую чеченскую всего за пару лет уже 10. Если у вас вдруг есть знакомый российский золотопогонник, скиньте ему эту информацию для размышления. Украинские дроны снова нашли дорогу к одному из крупнейших НПЗ России. В эту ночь под удар уже в 7-й раз с начала года попал Ярославский нефтеперерабатывающий завод «Славнефть Янос», входящий в 5 крупнейших в стране. Очень четко, охуенная смена прошла. Я ебал, блядь. Местные жители публиковали кадры со взрывами и дымом над предприятием, а власти перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы. Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. Этот НПЗ способен перерабатывать до 15 миллионов тонн нефти в год и принадлежит компании «Славнефть», которую контролируют Роснефть и «Газпром». Несмотря на регулярные удары, завод продолжает оставаться одной из приоритетных целей ВСУ. Всего с начала года украинские беспилотники вывели из строя уже 26 российских нефтеперерабатывающих предприятий, при этом полностью восстановить работу смогли лишь 8. А наносить такие удары Киеву помогает Вашингтон. По данным Политика, сотрудничество Украины и США в сфере обмена разведданными вновь вышло на максимальный уровень. Американские сенаторы и эксперты, с которыми говорили авторы публикации, считают, что именно это позволило ВСУ резко повысить эффективность дальнобойных ударов на территории России. Сенатор Марк Уорнер заявил, что благодаря улучшению обмена разведданными Украина смогла активнее атаковать российскую военную и энергетическую
энергетическую инфраструктуру, вернуть часть территории и стабилизировать фронт. По данным издания, именно эти успехи создали для Киева более сильные позиции перед возможными переговорами с Москвой. Кроме того, американские системы раннего предупреждения с первых дней вторжения помогают Украине своевременно обнаруживать российские ракетные атаки. А вот на другом фронте у Вашингтона не все, слава богу. Трамп обрушился на тех, кто рассказал прессе о нехватке американских ракет. Тех, кто допустил утечку этих предательских заявлений, разыскивают. Мы будем добиваться для них длительных тюремных сроков. Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что за время войны с Ираном США израсходовали около 80% запасов ракет ТЭД и примерно половину ракет Патриот. Кроме того, Reuters сообщил, что американская армия практически исчерпала запасы дальнобойных ракет Атакамс и Призм, а также израсходовала почти половину мирового запаса крылатых ракет Томагавк. Именно нехватку боеприпасов ранее называли одной из причин отказа Вашингтона передать Украине дополнительные ракеты для комплексов Патриот. Сам Трамп снова утверждает обратное. США располагает огромными запасами боеприпасов, особенно определенных типов. Кроме того, большие объемы производятся и поставляются в США по мере необходимости. Оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории нашей страны. Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, президент США устроил разнос главе Пентагона из-за нехватки ракет. Источники издания утверждают, что Пит Хексет попытался переложить ответственность на своего заместителя. По данным The Washington Post, именно стремительное истощение запасов дальнобойных ракет и перехватчиков ПВО вынудило Белый дом отказаться от новых ударов по Ирану. Новый удар по Вайлдберрис. В Тверской области украинские дроны повторно атаковали логистический комплекс крупнейшего российского маркетплейса. По словам губернатора, объект получил повреждения. Правда, серьезного пожара, подобного тем, которые мы наблюдаем уже несколько недель, в этот раз не получилось. Но эта целенаправленная кампания подчиненных Мадяра уже почти загнала Вайлдберрис в финансовую яму. Как пишет The Bell, после серии ударов маркетплейс потерял около 20% своих складских мощностей. По оценкам собеседников издания, только прямые убытки компании уже могут превышать 100 миллиардов рублей, а в худшем случае достигать 200 миллиардов. По данным The Bell, теперь спасать Wildberries вероятнее всего придется российскому государству. Общая потребность компании в финансировании может составить до 1,5 триллиона рублей. Только откуда взять деньги? Ведь дыра в российском бюджете к концу года может превысить 8 триллионов. Выборы в Думу в России все ближе. Путин продолжает свои гастроли по стране, где его встречают уже почти как Ким Чен Ына. Но только правитель собрался в очередной регион, как там запахло бунтом. Почти праздничную суету и строительство очередных потемкинских деревень подпортил один из депутатов регионального парламента Баир Цыренов. Хотел бы обратиться к главе республики Алексею Цыденову, который проявляет заботу о нашей республике, по крайней мере, он об этом постоянно говорит, чтобы в рамках этой заботы он обеспечил реальную встречу с президентом, чтобы можно было обсудить проблемы нашей республики, а не просто покрасоваться, устраивать очередной раз шоу и нам рассказывать, как мы все прекрасно живем, и просто петь дифирамбы президенту. По словам депутата, Путину стоит встретиться с жителями без заранее подготовленного сценария, выслушать их вопросы о ценах, состоянии экономики, экологии и других наболевших темах. При этом Бурятия остается одним из регионов России, понесших самые тяжелые потери на войне против Украины. По подтвержденным данным, погибли уже более 5000 уроженцев республики, что превышает 1,3% трудоспособного мужского населения региона. Не бурят? Бурят, ну, как я рад. Тем временем государственные СМИ продолжают рассказывать, как процветает республика под руководством Владимира Путина. Президент России Владимир Путин приезжал к нам в республику 4 раза, и каждый его визит становился новой страницей для истории.
Жизнь Дональда Трампа снова оказалась в опасности. Президентский вертолет с главным пассажиром на борту оказался в опасной близости от пассажирского самолета. По данным The New York Times, причиной стала проблема со связью между экипажем и авиадиспетчерами. Как пишет издание, пилоты трижды предупреждали диспетчерскую вышку о готовности к взлету. Однако ответа не получили и продолжили движение. В результате президентский вертолет оказался на траектории лайнера Envoy Air. В момент максимального сближения воздушные суда разделяли менее 1,5 километров. Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации США. А вот авиацию НАТО испытывает на прочность Россия. В июле истребители Альянса в 2,5 раза чаще поднимались на перехват российских военных самолетов, чем годом ранее. Об этом сообщило командование Объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе. По данным Альянса, российская авиация регулярно приближается к воздушным границам стран НАТО без планов полета и отключенными транспондерами, из-за чего дежурные истребители вынуждены экстренно взлетать для идентификации целей и сопровождения самолетов. В НАТО подчеркивают, что каждый такой вылет является демонстрацией готовности защищать воздушное пространство союзников. Свою часть работы делает в этом направлении и вассал Путина Лукашенко. Очередная группа нелегалов из Беларуси напала на литовских пограничников. Как сообщает Дельфи, военнослужащие обнаружили очередной незаконный тоннель, через который группа мигрантов пыталась попасть в страну. Во время задержания из подземного хода вышли около 20 человек, которые забросали 4 стражей границы камнями и палками. Литовские власти утверждают, что прорыва границы удалось избежать. Правда, не обошлось без скандала. Как пишет издание, инцидент произошел еще 26 июля, однако официальные лица заговорили о нем только теперь, после публикаций в соцсетях и возмущения местных политиков. Только с начала этого года на границе с Беларусью выявлено уже 12 подземных тоннелей, использовавшихся для попыток нелегального проникновения в Литву. И пока ими пользуются нелегальные мигранты, но кто знает, не является ли это подготовкой для заброски на территорию НАТО зеленых человечков. Топливный кризис в России, порожденный ударами дронов по НПЗ, начинает приносить неожиданные плоды. В одном из регионов произошел настоящий мусорный коллапс. Половина мусоровозов одновременно вышла из строя после заправки некачественным бензином. И теперь жители вынуждены складывать отходы прямо возле переполненных контейнеров. По словам исполняющего обязанности мэра дагестанского Каспийска Арсена Шерифова, из 22 мусоровозов сломались сразу 12. Часть техники уже удалось отремонтировать, однако за несколько дней в городе скопились горы мусора. То ли еще будет, из-за дефицита бензина правительство Мишустина уже вернуло на рынок сначала Евро-3, а затем и запрещенный с 2013 года Евро-2, содержащий в 50 раз больше серы, чем современный стандарт Евро-5. И скоро последствия ощутят миллионы владельцев авто и коммунальные службы по всей России. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся утром.